Привет, друзья! Сейчас мы находимся в метро. Чем же интересно это метро? Тем, что видите, какие там колеса. То есть метро это передвигается на колесах, что, я думаю, гарантирует мягкость проезда и его скорость. Так вот, это такое уникальное метро. Еще в этом метро есть отдельная секция для женщин и детей до 12 лет. В этом метро существует проблема. Мужчины много себе позволяют, поэтому для женщин есть отдельная кабинка или несколько кабинок, куда мужчинам вход просто-напросто запрещен. Чем еще интересно мексиканское метро? Тем, что здесь каждая станция имеет свою картинку, свой значок, и, возможно, некоторые люди просто ориентируются даже не по названиям, а по значкам станций. Вот сейчас мы находимся на станции Нормаль. Видите, какое там здание какое-то нарисовано. И мы едем в сторону Таскеня, и там нарисован какой-то месяц, полумесяц. Это метро известно своей жестокостью в час пик, поэтому мы все время передвигаемся. Вот сейчас 2 часа дня, относительно мало людей, поэтому лучше всего избегать времени от 6, по-моему, от 7 до 9 вечера. Здесь очень много людей, прям от слова очень много людей. Все, поехали. Значок метро похож на значок Xiaomi. Вам не похож? Здесь мы жили 2 недели, и классная комната, большая кровать, и мы решили переехать в другую комнату. Все из-за того, что здесь окно, которое выходит в коридор, и здесь почти нет солнечного света, и здесь было очень темно, поэтому мы попросили, чтобы нам купили еще одну лампочку, чтобы как-то спасти ситуацию. Комната достаточно большая, но мы переехали в другую комнату. Вот другая комната. Мы перенесли наш бардак с одной комнаты в другую. Как тебе эта комната, Тань? Меньше. Там есть что? Там есть дверь, и там можно увидеть даже солнце. Так что... еще здесь нету кухни, поэтому попросили, чтобы нам купили чайник. Но этот чайник сломался, нам купили другой чайник. Вот. Эта комната стоит так же. Мы забронировали ее напрямую, поэтому заплатим наличными, без всяких там взносов для Airbnb, без посредников. И вот такая вот кровать. Должны проверить, чтобы ничего здесь не осталось. Сколько же стоила эта комната? $10. Неплохо, да? Как вам такой чайник? Это вообще самый странный чайник в мире. Это просто нагреватель в пластиковом стакане. 95 песо. Это где-то $5. Он прослужил нам ровно неделю. Завтра купим другой, такой же. Таня, что это? Теперь твоя очередь, Таня. Попробуем сейчас кузнечиков. Я уже попробовал, но Таня не снимала, так что придется притворяться снова. Это какие-то кузнечики, если не ошибаюсь, в соусе с лимонным соком. Что за съемка, Таня? Очень вкусный. Очень вкусный соус. И лимон. Такой остренький. Они хрустят? Да, они хрустят так и приятно. Приятно хрустят? Да. На что они похожи? На курицу? Я не чувствую мяса вообще. На фрукт? Я не знаю, попробуй скажи. На вид они похожи на... Сухарики какие-то. Очень нецензурную Обычные вещь. сухарики. Стоит всего 20 песо. Так что попробуйте. Очень вкусно. Мне нравится. Ты съел уже ложек 6. Я совсем. Попробуешь? Нет, Почему? не хочу. Это уникальная возможность. Я ем только то, что красиво выглядит. Конечно, это не макфлури кушать, Таня. Острое. Покажи пакетик.
съел целый пакетик. Такой снэк. Но выглядит отвратно, я согласен. Мне тоже было неприятно кушать. Но на вкус классно. Мы пришли в музей. Я не знаю, можно ли здесь снимать, сейчас проверим. Нас обработали. Сейчас увидите, как обрабатывают там в ходе каждого посещаемого. В аэропорту не так людей обрабатывают. Все, пошли покупать билеты. Огромный музей. Мне кажется, я всегда говорю, что музей огромный. Но этот реально большой. Хочу воды. Почему этот музей хороший? Потому что в нем много оригинальных экспонатов. Вот прям все, от начала времен и до сегодняшних дней вы можете проследить, как менялась история Мексики, история территории Мексики в те времена, когда еще не было Мексики. Какие тут были люди, как эволюционировали животные, и люди, и образ жизни людей. И это все здесь показано прям вот предметно. Сколько стоит вход, Таня? 80 песо стоит сюда вход. Но эти 80 песо стоят, чтобы сюда зайти. Но на самом деле очень большой. И немножко устаешь, пока ходишь по нему. Он очень большой. И прям голова кружится от того, что он такой большой. И тяжело выходить. Но очень интересно. Спасибо, Таня. Хороший отзыв? Неплохой. Мне дадут еду за это? Нет. Больше всего впечатлили многочисленные экспонаты, которые, как оказалось, эти цивилизации, они их обрабатывали сами. То есть стоит огромный кусок камня, но на нем изображено что? Ты показываешь камень. Показывай камень. Огромный. Ты слушай, стоит огромный кусок камня, но как бы в камне вырезблена, я не знаю, то ли фигура животного, то ли человека. В общем, там разные фигуры могут быть. И удивляет то, что в то время, когда не было никаких 3D-принтеров, люди делали это как-то, я не знаю как. И то, что 3D-принтером не было, ничего не было. Не было ничего, кроме таких камней. Но я бы не назвала это камни, это какие-то скульптуры еще вот времен
цивилизации майя и ацтеков, и это, не знаю, я такого в жизни не видела. Я сначала подумала, что это не настоящие, а Виталик сказал, что они настоящие. Я буду Проверил. верить тебе. Спасибо. Мне дадут еду? Вот, Тань, смотри, здесь есть на русском. А украинский? На украинском. Мы читаем только на украинском. Я тоже хотел сказать, что мне понравился музей. То есть мы очень много слышали о таких вот древних цивилизациях майя, видели эти пирамиды, но осознать, что мы находимся так близко и рядом с этими местами, это впечатляюще. Да. И видеть эти монументы, маленькие декорации, скульптуры. Вау, это шок. Надеюсь, что у нас получится посетить какое-то из этих мест, и мы сможем показать вам, как она выглядит на самом деле. Поскольку у нас сейчас не слишком много денег, все, кто хотел получить от меня подарок, сувенир, вот, делайте скриншоты, можете себе распечатать. Вот такой вот. Если хотите, могу даже вам стикер такой вот подарить. Не благодарите.